Гургин возвращается в Иран и лжет о судьбе Бижана. 7 дней в лесу Бижана ждал Гургин. 7 дней в лесу он пребывал один. Везде его искал, блуждал дубравый, лицо свое омыл водой кровавой. Где друг его? Расстраивался он, в предательстве раскаивался он. Гургина конь доставил быстроногий в лесную глушь, где сбился друг с дороги. Воитель обошел безмолвный лес, нет никого. Исчез Бижан, исчез. Вот перед ним зеленая поляна. Быть может, здесь найдет Гургин Бижана. Как вдруг увидел он издалека коня Бижана возле родника. Седло свалилось на бок, сбруя сбита, уздечка сорвана, в грязи копыта. Он понял, что Бижан попал в капкан, что не вернется он теперь в Иран. Где он теперь? В тюрьме? Петлей удавлен, мечом Афрасиаба обезглавлен. Раскаиваясь, он искал пути. Не знал Гургин, как честь свою спасти. К шатру погнал он скакуна Бижана, всю ночь не спал и вышел утром рано. Пустился в путь, в домой, в Иран спеша, утратила покой его душа. Дошли до шаха о Гургине вести, мол, сына Гива не было с ним вместе. Но шах от Гива эти скрыл слова, решив с Гургином встретиться сперва. Услышав Гив, шумели повсеместно, что храбрый сын его пропал безвестно. Гив зарыдал и головой поник, из дома раздавался плач и крик. Стонал он: где Бижан, что с ним случилось? В лесу, в стране армян, что с ним случилось? Седлать велел он, горем удручен, коня, что был вскормлен для похорон. Скакун Кишвада убран был на диво, и ярость клокотала в сердце Гива. Вот богатырь вскочил в седло, и конь помчался, точно ветер и огонь. Подумал Гив: увижусь я с Гургином, узнаю от него, что стало с сыном. А вдруг враждой или завистью влеком он зло Бижану причинил тайком. Всю правду рассказать его заставлю, а если предал сына, обезглавлю. Гургин скакал, чело в тоске склоня. Увидев Гива, он сошел с коня, приблизился к нему земным поклоном, с лицом в тоске истерзанным, сметенным. Сказал: «О ты, что храброго храбрей, советник шаха, вождь богатырей! Ты вышел со слезами мне навстречу. Что я тебе скажу и что отвечу? К чему мне жизнь, хотя она сладка? Она сильна, сильнее моя тоска. Как без стыда в глаза тебе я гляну, я плачу, я тоскую по Бижану. Но будь спокоен, сын твой невредим, я расскажу тебе, что стало с ним». Стоял в поту, в грязи, с потухшим взглядом, с конем Гургина конь Бижана рядом. Его увидев, Гив упал с седла, окутала его сознанием мгла. Приник воитель головою к праху, порвал он богатырскую рубаху. Он вырвал волосы из бороды, казалось, обезумел от беды. Он говорил: «Создавший хлябь и сушу, любовь и разум ты вселил мне в душу. Тебя назад я душу отдаю. Пропал мой сын в глухом лесном краю. Ты знаешь лучше всех, как я горюю. Ты душу унеси мою больную. Любви и горя, брани и похвал на сей земле с избытком я познал. Но сын сокрылся вместе с потаенным, и я теперь захвачен в плен драконом». Затем сказал Гургину: «Расскажи, как было дело, не чуждайся лжи. Убит ли он на поединке браном, или призраком он был похищен странным? Скажи, он умер от смертельных ран, или задушил его судьбы аркан? Ответь мне словом ясным и правдивым, быть может, сын мой уничтожен дивом? Где ты без всадника нашел коня? Скажи мне, где Бижан? Не мучь меня!» Сказал Гургин: «Вот речь моя прямая, себя возьми ты в руки, мне внимая. Сейчас о том слова произнесу, как с кабанами бились мы в лесу.
Узнай о происшествии тяжелом, о богатырь, владеющий престолом. Достигли мы армянской стороны, где буйствовали эти кабаны. Растоптанных полей, побитых пашен и рощ поваленных был облик страшен. Здесь превратились кабаны в господ, постигло злое бедствие народ. Когда мы копья подняли и с криком вступили в битву в этом месте диком, предстал кабан, огромный как скала, за ним другие, злобным нет числа. Как львы, чьей доблести чужда пощада, громили мы вдвоем кабанье стадо. Свалив их кучу, мощные и крепки, мы вырвали у кабанов клыки. Оттуда мы в Иран коней помчали, охотились, не ведая печали. Анагр из чащи выбежал на луг, как дивный идол появился вдруг. Сет, как гударс, умчался, беломастный. Казалось, это сам Фархад прекрасный. Иль то коня Бижана был собрат, при этом, как Симург, он был крылат. С ногами, как у ветра, с гривой львиной, как будто с Рахшем крови был единый. Он стал, как слон пред нами, а Бижан тотчас накинул на него аркан. Анагр красавицы вырвался из плена, Бижан вдогонку ринулся мгновенно. Бежит Анагр, а верховой за ним. От бега на лугу вздымался дым, и волны праха друг на друга лезли, и тот Анагр, и твой Бижан исчезли. В их поисках прошел я 100 дорог, мой конь от долгих странствий изнемог. Простыл Бижана след, лишь Воронова я встретил, изнуренного, больного. Но где Бижан? Я думал в этот миг, Анагра он догнал или не настиг. Я поисков не прекратил, однако я пробыл там до наступления мрака. Я понял, нам дорогу преградив, в Анагра обратился белый див. Внимал отец, внимал, утратив сына, и усомнился в чистоте Гургина. Рассказ, хотя он полон был прекрас, до глубины души его потряс. Смущение скрыть стараясь безуспешно, Гургин дрожал, а сердце было грешно. Подумал Гив, что речь его обман, что глупо так не мог пропасть Бижан. Старался Ахриман, исчадья скверный, что Гив озлоблен, выбрал путь неверный. Внушал ему: за сына отомсти, те, кто врагам прощает, не в чести. Терзался Гив, тоскуя и пылая, не сразу появилась мысль благая. Враг мира цель преследует свою. Что пользы, коль Гургина я убью? Что пользы, если я убийцей стану? Иначе надобно помочь Бижану. Лжецу могу я голову рассечь, и даже стену рассечет мой меч. Пойду предстану взором властелина, пускай вину он выявит Гургина. Сказал Гургину: вижу твой обман, воистину ты злобный Ахриман. О, где мой сын, мой шах, моя деница? Бижану ты помог с дороги сбиться. Меня поверг ты в страшную беду, я выхода несчастный не найду. О, где мой сон, о, отдых, где лекарство от твоего обмана и коварства? Вступить я должен с шахом в разговор, тебе не дам покоя до тех пор. Затем прибегну к верному Булату, за сына, за себя начну расплату. Аудиорассказы от Эдемы Элай.